Глава 166. От подобного зрелища Селянь невольно остолбенел. «Пэймин, и такое возможно», — Хуачен ответил, «а чего же нет?» Остальные обернулись к нему. Хуачен продолжил, «Разве выбор помощника божества — это не поднятие простого смертного на небеса? Ему требовалось лишь временно забрать народ государства Уюн, проживающий ближе всего к императорской столице, на небеса, а когда извержение закончится и пепел уляжется, вновь спустить их обратно». «Что тут невозможного?» — Пэймин возразил, «собиратель цветов под кровавым дождем, не стоит так легко об этом говорить. Вашему превосходительству ведь прекрасно известно, чтобы устроить собственного помощника на небеса, требуется затратить магические силы. Скольких же ему нужно было так поднять? Выбор помощника в действительности являлся содержанием простого смертного, которого божество избрало в подручные у себя на службе при помощи собственной магической силы. В противном же случае, не будь такого ограничения, разве не принялись бы небесные чиновники то и дело поднимать на небеса кого вздумается? Вознесшийся император мог бы забрать с собой весь свой гарем на 3 дворца и 6 резиденций, всех своих генералов и чиновников, а вознесшийся генерал мог бы поднять на небеса собственную армию до последнего солдата, вот и все». Хуачен продолжил, если судить по руинам государства Уюн, его население насчитывало около 100 тысяч человек. А близ императорской столицы проживало всего несколько десятков тысяч. Селянь тихо произнес, пусть это трудоемкое занятие, но если постараться и приложить все силы, вполне могло получиться. Пэймин возразил снова, пусть даже несколько десятков тысяч, я все равно никогда не слышал, чтобы какой-то небожитель решился поднять на небеса такое множество народу. Если все на самом деле так и было, трудно сказать, обладал ли принц Уюна похвальной смелостью или же был совершенным глупцом. В любом случае, ни в прошлом, ни в будущем не найдется ему ни предшественников, ни подражателей. Селянь не мог отвести глаз от моста на картине. Лица наследного принца в белых одеждах и 4 его божеств-покровителей все сильнее искажались в его сознании, напоминая его самого и 4 советников его государства. Потом Селянь вспомнил знак звезды огня в созвездии Сердца, и ему до невозможности захотелось узнать, что же случилось далее в этой истории, будто повторившейся вновь. Но в то же время принцу смутно казалось, что он уже знает ответ. Не осмеливаясь больше смотреть на фреску, Селянь отвернулся со словами «Нашли воду, Баньюэ, неся на себе Пэйсу», отозвалась. Тот ГГ отправился на поиски. Она говорила об Иньюе. Селянь поглядел на Пэйсу, глаза которого были закрыты, поразмыслил немного и все-таки сказал, на мой взгляд, следует поступить так. Далее мы отправимся к Медной печи, а младшего генерала Пэя лучше оставить здесь. Все-таки сейчас Пэйсу простой смертный, что приносило массу неудобств. К тому же, еще неизвестно, что ожидает их в дальнейшем походе. Пэймин присел рядом с Пэйсу, осмотрел его и ответил, «Хорошо, я одобряю это решение. Но попрошу ваше высочество не озвучивать причину при нем, дитя и так все поймет. Я сам расскажу ему. Будьте спокойны, генерал Пэй. Я все понимаю. Иначе не стал бы пользоваться его бессознательным состоянием, чтобы завести этот разговор. Все же Пэйсу некогда являлся молодым богом войны верхних небес с прекрасными перспективами, теперь же, если его оставят здесь потому, что он не поспевает за остальными, ему неизбежно будет тяжело это принять. Но, совершив ошибку, нужно понести наказание. Такова суть ссылки с небес, остается только покорно терпеть. Они еще некоторое время провели в храме, обсуждая дальнейшие действия, после чего Селянь полюбопытствовал, а где Иньюй? Почему его так долго нет? Никак не может отыскать воду. Хуачен как раз внимательно смотрел на призрачную бабочку, присевшую на кончик пальца. Недавно малютки сослужили им немалую службу, а теперь вернулись к хозяину, чтобы скопить силы. Хуачен приподнял голову и сказал, ему не могло понадобиться так много времени. Селянь в душе насторожился. Он поднялся со словами, «Я пойду проверить». «Генерал Пэй, останьтесь здесь. Сань Лан, ты со мной, конечно же, с ним».
Селянь оставил Жайо, чтобы сформировала вокруг оставшихся защитный круг, после чего они вдвоем с Хуаченом покинули храм и отправились дальше вглубь города. По дороге им попалось немало жилищ и разбросанных вещей. Селянь подобрал приглянувшийся глиняный горшок, и, похоже, это показалось Хуачену смешным. «Зачем ты его подобрал? Если найдем воду, можно будет принести немного для младшего генерала Пэя». Все-таки принц привык собирать рухлядь, и, не сдержавшись, похлопал по горшку рукой со словами: «Кстати, это ведь тысячелетняя реликвия». Хуачен рассмеялся. «Если тебе нравятся такие вещи, можешь как-нибудь снова наведаться в мои владения. У меня тоже найдется парочка, посмотришь, не приглянется ли что-нибудь». Спустя полчаса они смутно услышали плеск воды. И вскоре Селянь воскликнул: «Здесь, внизу, действительно оказалась подземная река». Селянь зачерпнул воды подобранным горшком и принялся старательно его промывать. Тысячелетняя сажа въелась так, что сформировала толстую корку и теперь не отмывалась, но если хотя бы смыть пыль, то кое-как можно было носить в горшке питьевую воду. Принц наполнил емкость и склонил голову, чтобы испить самому, но тут Хуачен, внимательно осматривавший окружающую обстановку, повернулся и, увидев это, предостерег: «Не пей». Селянь уже почти коснулся губами горшка, но, услышав его слова, озадаченно спросил, что, и вдруг до него донесся голос: «Как горячо». Их было здесь только двое, откуда мог взяться кто-то третий? Селянь неосознанно направил взгляд к источнику звука и обнаружил, что он раздается из того самого горшка в его руках. Принц резко опустил голову и увидел внутри пару крошечных багряных точек, притаившихся в воде и глядящих на него. Как ни посмотри, похоже на пару глаз. Неужели внутри кто-то прячется? В тот миг, когда принц поймал взгляд этих глаз, нечто из горшка бросилось прямо ему в лицо, с плеском разбрызгивая воду. Но Селянь среагировал молниеносно, тут же запустил горшок в полет на несколько чжанов. Емкость ударилась о стену, бах. Тысячелетняя древность разлетелась вдребезги, а то, что пряталось внутри, упало на землю и шмыгнуло в темноту. В суматохе Селянь не разглядел существа, увидел только какой-то черный комок. «Что это было?» — спросил он. Хуачен оказался перед ним, закрыв собой. Селянь же удрученно проговорил: «Но ведь ранее в горшке ничего подобного не было, и почему оно сказало, как горячо?» «Ведь вода должна была быть холодной», — Хуачен ответил: «Нет, оно специально заплыло в горшок. В местных подземных реках часто плавают целые их стаи, потому я и сказал, чтобы ГГ не пил эту воду». Селянь подумал, а младшему генералу Пэю, стало быть, можно дать выпить. Как вдруг по спине принца прополз холодок, он вскрикнул: «Кто здесь?». Мгновением ранее он услышал, как вдалеке кто-то кашлянул. Ему совершенно точно не померещилось. Все чувства принца вмиг пришли в состояние боевой готовности. Вскоре на него накатил, подобно волне, шелестящий шепот. Вокруг зажглись пары красных огоньков, еще и еще, постепенно окружая двоих. «Не стоит беспокоиться». «Это не люди», — произнес Хуачен. Селяню подумалось, да ведь именно поэтому и стоит беспокоиться. Принц вслушался в шепот и распознал, что именно говорят голоса. «Хэк-хэк-хэ, как жарко, как жарко. Умираю, как горячо, у-у-у, эта духота меня убьет. Есть кто-нибудь, не могу пошевелиться, не могу пошевелиться». Голоса были очень тихие, но отчетливые и полные боли. Словно крохотные муравьи, они то и дело заползали в уши. Селянь почти положил ладонь на рукоять фансиня, как вдруг услышал пронзительный крик: «Его высочество! Где же его высочество, наследный принц? Спаси меня, спаси меня!» От этого крика Селянь ощутил мороз по коже, на миг ему показалось, что голос взывает к нему. Но тут Хуачен взмахнул рукой, рассеяв вокруг тысячи призрачных бабочек, которые метнулись к светящим темно-красным точкам. Серебристое сияние достигло цели и озарило бесчисленное множество шепчущихся тварей, что притаились в темноте. Они и впрямь не были людьми. То оказались крысы. Хуачен взял принца за руку. «Я говорил, здесь очень много крыс. Уходим». Селянь на ходу изумлялся:
Это точно крысы. Мне почему-то кажется, что они больше похожи на котов, и ведь правда, эти крысы, на какую ни взгляни, размерами превосходили небольшую кошку, шерсть у них была черна как смоль и походила на стальные иглы, пары маленьких красных глазок зловеще сверкали в темноте. Многие забрались даже на стены, неотрывно наблюдая за чужаками, да еще и говорили человеческим голосом. Жутко до крайности. Серебристые бабочки налетели на крыс и вступили с ними в сражение, красное сияние перемешалось с серебристым блеском, и пусть разглядеть конкретную ситуацию не представлялось возможным, становилось ясно, что битва идет крайне ожесточенная. Они ведь не могли куда-нибудь утащить Иньюя? Спросил Селянь. Он не настолько бесполезен. Должно быть, его утащило что-то другое. От первой фразы сердце принца на миг успокоилось, от второй же снова заволновалось. То, что крысы настолько огромные, это еще ничего. Но почему их такое множество? Чем они питались, раз так выросли? Очень просто. Конечно же, покойниками. Это крысы-подальщики. Выходит, когда город накрыло вулканическим пеплом, людям и крупному скоту не осталось места для укрытия, а вот крысы прошмыгнули глубоко под землю и избежали гибели, дыша воздухом в глубинах земли и питаясь запасами пищи. А когда пепел осел, они вновь выбрались из своих нор и принялись бродить в поисках пропитания по городу, который уже превратился в ад на земле. Но только все вокруг оказалось уничтожено, либо потонуло в потоках лавы, либо было погребено под вулканическим пеплом. Крысы прогрызли немало дыр, но еды так и не нашли. Покуда в один из дней не почуяли запах гниения. Вонь исходила от каменных статуй в форме людей. Вулканическая корка на некоторых трупах была более тонкой, тела внутри начали разлагаться, источать соответствующий запах и истекать трупной жижей. Так крысы, оголодавшие до красных глаз, закружились возле каменных статуй. Они прогрызали в корке дыры, забирались внутрь и впивались в мертвое тело. Самым мелким и подлым тварям всегда проще всего выжить. Тела погибших оказались заключены под каменной коркой, их страх, гнев, нежелание умирать и другие сильные эмоции также оказались запечатаны внутри. Крысы, поглотившие их плоть, поглотили также и эти эмоции, поэтому теперь из их пастей раздавалась человеческая речь. Они высказывали то, что люди желали сказать перед смертью, но так и не успели. Селянь, ошеломленный осознанием, произнес: «Вот как». Поэтому их речи так звучат. А мне то все казалось странным, почему именно эти фразы. К удивлению принца, Хуачен вдруг спросил: «Что ты сказал?» Селянь замер от неожиданности. «А что я сказал?» Хуачен уставился на него. «Что они сказали?» «Что ты услышал?» Селяню его вопрос показался странным. «Сань Лан, ты разве не слышал?» Они говорили, как жарко, умираю от духоты, не могу пошевелиться, спасите и тому подобное, но Хуачен еще не успел ничего ответить, как принц все понял сам. Что-то не так, крысы-подальщики воспроизводили предсмертный бред жителей Уюна. И само собой разумеется, что говорили они на языке Уюна. В таком случае, как же вышло, что язык этот понятен селяню?